Эй, всем привет! Это Даша и канал Дарья Яш Арт. И сегодня я вам покажу, как я рисую подобный скетч. Буду рисовать вот эту девушку. Мне кажется, она достаточно интересная. Похожий ролик, где можно порисовать со мной, я уже снимала, и вы можете его найти на канале, где я рисую, а вы повторяете за мной. Такой получается мини-урок по скетчингу. Чтобы не было страшно, мы начнем с маленького портрета. И для начала я размечаю, в общем, вот где-то вот тут он будет. Покажу серединную линию. Сразу же провожу линию глаз и отмечу также, где будут губы, где будет нос, где будут глаза. Первое, что я делаю всегда и о чем всегда говорю, это то, что лицо делится на 3 равные части. Тут у нас ракурс очень удобный в плане рисования, потому что девушка у нас смотрит прямо, и это считается одним из самых легких ракурсов. И сейчас можем с легкостью обозначить ей сразу же, где у нее нос, где рот, где глаза. Сейчас я прорисовываю более детально все части лица. Стараюсь рисовать одновременно части лица, которые друг другу параллельны. То есть глаз с глазом, бровь с бровью. Так получается намного проще схватить пропорции. Обычно я рисую на время такие скетчи. Об этом упражнении я уже рассказывала в моих предыдущих видео. Могу только отметить, что оно действительно полезно, если вы хотите научиться рисовать достаточно быстро. Именно поэтому я начала сначала делать это упражнение. Я наметила основные части лица девушки. Рисую все части лица достаточно просто, не вдаваясь в детали. Сейчас я штрихую ей все волосы полностью. Начинаю штриховать снизу вверх. Кстати, хочу заметить, что этот скетч я делаю практически без применения ластика. И это достигается тем, что я просто не нажимаю на карандаш. То есть с начала рисунка я стараюсь как можно меньше давить на карандаш. Не бойтесь и заштриховывайте ей все лицо. Не должно остаться светлого места. Затем я продолжаю уточнять лицо, нажимаю сильнее на карандаш, чтобы все-таки были линии и толстые, и тонкие. Разнообразные линии увеличивают интерес к рисунку, то есть он действительно выглядит намного интереснее. В предыдущем ролике меня спрашивали, каким карандашом я рисую. Я рисую мягким карандашом. Сейчас я использую 8B, вот именно в этот момент, для того, чтобы линия получилась максимально темной. То есть, чем мягче карандаш, тем темнее линии, это понятно. Сейчас у меня нет задачи рисовать супер похоже. Сейчас самое главное просто нарисовать и понять, что это похоже на человека, это похоже на человека. Я думаю, вы со мной согласны. И сейчас я приступлю к еще одному рисунку. Это эта же голова, только больше размером. И там уже я даже попробую немножко передать сходство. Так как запросы у вас тоже были, вы мне писали, спрашивали, как же нарисовать похоже. Сейчас я попробую вам немножко подсказать. А тут, кстати, не очень удачный вариант этой же девушки. Я размечаю большой вариант, где будет находиться ее голова. Указываю основные габариты. И примерно прорубаю форму прямыми линиями. Все прямыми линиями. Действую так же, как на маленьком скетче, то есть я намечаю, где у нее основные части лица. Мне легче рисовать именно начиная с этих линий осевых. И я вам советую их тоже проводить перед тем, как вы рисуете глаза, нос, рот. Потому что они помогают вообще обнаружить, где находятся эти части лица. И это намного проще, чем пытаться попасть в них вслепую. Потому что вы не только будете тратить время на исправление, но и также можете испортить бумагу тем, что постоянно стираете. То есть я стараюсь не просто бездумно копировать, а все-таки анализировать то, что я делаю. Лучше даже представлять это представлять, как бы это выглядело в реале. То есть насколько губы будут иметь объем,
как нос выделяется. Я стараюсь сразу же рисовать и тени, потому что тени как раз подчеркивают этот самый объем, и тем самым рисовать намного проще. Потому что мы видим в основном, когда смотрим на девушку, светлые и темные участки. А если прищуриться, мы очень хорошо увидим разницу. И тогда получится, если мы перенесем эти же темные участки к нам на скетч, то мы, в принципе, уже ее практически нарисовали. Рисую также параллельно все части лица, то есть глаза я рисую параллельно. Один глаз, сразу второй глаз намечаю. Вы можете просто повторять за мной. Также не забываю нарисовать еще шею. И пара слов о том, как же рисовать похоже человека. Будь то человек, нарисованный с натуры, либо с референса, неважно, я советую просто обращать внимание на выдающиеся черты лица. Если смотреть на нашу девушку, то мне сразу в глаза бросилось то, что у нее достаточно сильно торчат уши. И эту особенность можно тоже показать на нашем скетче. Также у нее большие глаза, и посажены они, достаточно близко друг к другу. Это тоже можно передать. То есть таким образом мы стараемся обращать внимание на каждую черту лица и выделять из нее что-то, что вот так вот нас привлекает, что мы можем заметить. Просто представляем, что мы рисуем такой небольшой шарж, где всякие выдающиеся вот такие черты мы еще сильнее увеличиваем. И то же самое, в общем, передаем. Главное, сильно не увлечься, а то реально получится какой-нибудь шарж. Вот я подправила немного, я немножко высоко нарисовала рот, и это я поняла лишь только вот на этом этапе, когда я уже поставила, в принципе, тени на нос, на глаза. Так, кажется, она выглядит более похоже. Перехожу к штриховке. Мне нравится этот этап. Теперь начинаю углублять тени. Анализирую, где источник освещения. Тут, в принципе, можно сказать, он сверху. И опять я перехожу к штриховке. На этот раз я нажимаю сильнее на карандаш, чтобы сделать более интенсивный тень. Когда у нас первый слой штриховки сделан, уже не так страшно штриховать дальше, потому что кажется, что, в принципе, все светлые места уже заняты. Так намного легче. То есть мы сделали небольшой такой подмалевочек, и теперь нам не так страшно. Вот со мной это точно работает. Можно делать штрихи в одну сторону, а можно немного их изменять. А здесь я начала вводить уже штрихи совсем в противоположную сторону. Но можно также продолжать в эту же сторону делать, как на ваше усмотрение. И я еще сильнее уточняю ей лицо, добавляю еще некоторые детали, чтобы оно выглядело еще более реалистично.
Я оставляю блики в глазах, то есть глаза полностью не закрашиваю, на них остается блик. Таким образом мы чувствуем, что глаза у нее более реалистичные. Сейчас я максимально давлю на карандаш, то есть он у меня сейчас мягкий. Чем мягче сейчас, тем лучше. Если взять карандаш вот таким образом, то есть за его конец, то так получаются более живые линии. Так я буду рисовать ей небольшие волосики, которые у нее выбились из прически. У нее большие глаза, помните? Я это подчеркиваю. Карандаш сейчас у меня 2B. У меня несколько карандашей разной мягкости, и я их использую по-разному в зависимости от моей задачи. Надо еще рисовать уши, о них не забываем. В принципе, я стараюсь не сильно углубляться в их анатомию. Самое главное сделать акцент на лице. Но в ушах тоже что-то есть, и я немного это показываю. Просто чисто для того, чтобы они были ушами, а не просто какими-то пятнами. Сильнее акцентирую ей тень, и надо не забыть нарисовать ей достаточно сильную тень под подбородком. Сейчас я использую мягкий карандаш, толстый, от Лира. Все материалы, которые я использую, я пишу под своими роликами. В принципе, наша девушка уже выглядит готовой. Я обычно пишу на такие скетчи, сколько времени они у меня заняли, так как я их в основном рисую на время. Можно было нарисовать его и быстрее, но я вам объясняла, как его делала, так что получилось 14 минут. A few moments later. Сейчас я еще хочу добавить самую вкусную вкусняшку, и наша девушка готова. Для этого я беру ластик и аккуратно показываю места, где у нас будет блик. После добавления бликов она станет еще более объемной. И последний блик, который часто забывают, его ставят обычно вот тут, то есть прямо рядом с концом губы. В теневой части будет находиться небольшой блик. Он придаст еще больше объема. И поставлю блик у нее на шее. Мы молодцы, скетч готов, и теперь можно его рассмотреть поближе. Как видите, ничего сложного нет. Конечно, это не гиперреализм, но я за ним не гонюсь. Это скетчи, которые я делаю быстро, потому что в этом и состоит суть упражнения рисования на скорость. А сейчас я вам просто показала, как вообще я их в принципе рисую. Мне очень нравится, как блестит карандаш, когда рисунок немного поворачиваешь. Что ж, надеюсь, вам понравилось, и вы порисовали вместе со мной. Может быть, что-то для себя открыли новое. Если вам нравится данный формат, скажите мне об этом, и я сниму для вас еще подобное видео. Также вы можете меня поддержать, сами знаете как.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Даша, и всем пока!